Привет, дорогие друзья! Сегодня покажу вам товар, который я получила с сайта AliExpress. У меня много скопилось посылок, еще покупала по старым расценкам. Но будем надеяться на лучшее. Все-таки китайцы опомнятся наверняка скоро, что у них нет торговли, но, возможно, будут снижать свои расценки. Будем надеяться на лучшее. Начну с бусин. Вот такие бусинки. Написано, что это нефрит. Я уже покупала такие, только в другом оттенке, в голубом, по-моему. Такой нежный цвет с белыми вкраплениями. Летнее украшение уже хочется делать. И уже хочется лето. Вот такие бусинки. Это перламутровые. Очень хорошего качества, все хорошие, ровненькие. И посмотрите, как они иризацию дают свою. Классные бусинки. Здесь 4 на 5 миллиметров и 103 бусинки я посчитала. А написано у продавца, что 91 бусина. Ну, уже спасибо и за это, что больше бусин нам присылают. Вот такие бусинки я уже показывала. 10 миллиметров я покупала. Это решила я и 8 купить. Очень красивый цвет. Я прям влюбилась в этот цвет. Нежно такой бирюзовый. Думаю, что это турквенит. Скорее всего. Матового цвета, такой матовый. И будет у меня, наверное, несколько украшений. Так, я думаю, у меня есть подвески в таком тоне, точно, в таком оттенке. Красивый цвет. Очень мне понравились. Следующие бусинки. Вот такие вот далматинцы. Очень красивые, да? Интересные, необычные, конечно. У меня, я показывала вам в распаковке такой бублик. И хочется сделать украшение с бубликом. И бусинки я выписала 12 миллиметров, так как бублик 5 сантиметров. Такое будет украшение не маленькое. У меня еще и рондели есть, я выписывала, по-моему, и рондели, да. Ну, думаю, что-нибудь получится. Здесь они матовые, а бублик, как видите, он блестит немного. Я думаю, ничего страшного. Все равно будет красивое украшение. Я придумаю. Обязательно. Так, следующие бусинки. Вот такие красного цвета выбрала. Были разные цвета. Но выбрала красный, так как у меня остались вот такие палочки. Я покупала когда-то ниточку цветных вот таких палочек. И красные у меня никуда не ушли. Так и остались. И я решила такие же и бусины прикупить. И очень хорошо подходит. Не знаю, что это за камень. Я думаю, может быть и яшма это, а может быть какой-то прессованный камень. 10 миллиметров выбрала бусинки. И если поставить такие палочки где-нибудь, какая фурнитура будет, не знаю пока. И подобрать еще и подвесочку какую-нибудь. Интересный такой цвет. И хорошо вписалась бусинка, палочка. Понравились бусинки. И вот такие бусинки я выбрала в цвете фуксия. Как написано, что это тигровый глаз тонированный. Я уже когда-то покупала. Только 10 миллиметров такие бусинки. У меня остались они. Немного, конечно, но я думаю, на украшение хватит. И я решила 8 миллиметров прикупить. Думаю, что-нибудь сделаю, чтобы бусинки не лежали 10 миллиметров. Цвет очень красивый, яркий, такой насыщенный. Я думаю,
я что-нибудь придумаю интересное. Это были бусинки. И сейчас покажу фурнитуру. Ну, тут в основном подвески и серьги. Серьги очень красивые, мне понравились. Такие вот. Это один магазин, все я покажу, что я выбрала в одном магазине. Написано, что фурнитура с покрытием 14 карат. В этом магазине все такое с покрытием золота, как написано у продавца. И я несколько позиций купила. Посмотрите, какие интересные, да? Вот так открывается здесь застежка, витые. И здесь есть вот такая вот платформа, кругленькая, простая такая. И я думала, чтобы к этим сережкам можно было подвесить что-нибудь. Какую-нибудь бусинку, какой-нибудь элемент придумать подвесной. Только здесь надо подобрать колечко, чтобы проходило. Ну, думаю, я придумаю что-нибудь. И можно носить с подвеской, можно так носить. Конечно, они как самостоятельные серьги выглядят. Вот такие. Чтобы было не скучно, можно и приделать подвесочку. И вот такие серьги тоже я их покупала для того, чтобы сделать подвеску. Очень красивые. Были такие и в серебре, в серебряном цвете я имею в виду. И размер 25 миллиметров на 11 миллиметров. Тоже я рассчитывала делать подвеску. Можно любую бусинку взять и сделать вот такую красивую подвеску. И менять можно, какая вам нужна по цвету. Несколько бусин взять. И, пожалуйста, можно так украшать эти серьги. Так они закрываются здесь. Интересно. Вот такие две палочки. Если вдруг не работает застежка, можно здесь или зажать вот эти две половинки, или разжать наоборот. Вся фурнитура с покрытием золота, написано у продавца. Так, следующее, это идут такие коннекторы, как разделители. Вот такие красивые палочки. Я их выбрала для сережек, именно для сережек делать элементы подвесные какие-нибудь. Здесь отверстие тоненькое, но я попробовала, что колечко проходит. Тоненькие колечки, маленькие, очень хорошо будут смотреться в сережках, такой элемент. миллиметров и толщина 3 миллиметра. 10 штук идет в позиции. Двухсторонние, конечно. Вот такие красивые. Цвет красивый. Они не ярко-золотые, то есть не лимонное золото. Тоже подвески. Здесь уже идет такой цветочек очень красивый. И покрытие эмалью. Такой нежный бежевый цвет. Внутри идет жемчужинка, но она наверняка искусственная. Вот такой цветочек. Было несколько, по-моему, вариантов цвета эмали. Большое колечко. Вот так сзади они смотрятся. Очень аккуратно выполнены, но красота просто. Для сережек будет то, что надо. Вот такие красивые подвесочки. Так, и размер вместе с петелькой 2 сантиметра. Красота. Вот такие красивые подвески тоже. Внутри идет, если вам видно, камень, но написано, что это цирконий. Переливается, и вон там
двигается. Он не прикреплен, просто перемещается и переливается, дает сверкание. Если подвесить к сережкам такую капельку. Очень красивые. Размер 21 миллиметр на сантиметр. Такие красивые. И были в серебре такие же. Смотрите, как они красиво выполнены. Вот такие застежки. Многие, наверное, уже знают про эти застежки. Покрытие 14 карат можно прикрепить. Здесь подвеску любую и съемный кулон будет. Здесь бусинка. Написано, что 9 миллиметров, но я померила, она не проходит, не становится. Вот возьмем 8 миллиметров бусинка. Становится хорошо, но не закрывается. Она большеватая. 8 миллиметров. Надо, наверное, 7,5 брать или 7 миллиметров. Такие бусинки. У нас таких, наверное, нет бусин. 7 миллиметров. Ну, можно придумать, как ее подвесить, конечно. Две идет в комплекте. Очень плотно закрываются. Интересные. У меня когда-то такая была, я давно покупала, и она у меня не осталась. Решила еще взять такие, делать кулоны. Удобно, конечно, для кулона съемного. Вот такие колпачки я давно искала именно в серебре, так как в золоте у меня есть, а вот в серебре у меня не было. 4 миллиметра, они очень маленькие, так как в золоте, по-моему, 6 миллиметров. И эти прям такие малютки. Сейчас я возьму лучше пин, бусинку и посмотрим, как они смотрятся. 4 миллиметра. Бусинка у меня сколько? 8 миллиметров. Я такие для сережек взяла, потому что у меня под серебро не было таких бусин, то есть колпачков. И делать серьги будет очень красиво. Я думаю, такие колпачки смотрятся и хорошо с большой бусинкой. Можно поставить. Тоже красиво. И еще посмотрим, как на капельки смотрятся. Капельку поставить в сережку. Вот так вот и закрывается отверстие. Очень даже неплохо, да? Смотрится. Здесь уберем. Вот так вот можно украсить бусинку. Только 10 штук идет в комплекте. Очень мало. Но буду делать из них только... То есть с ними буду делать серьги. Малютки такие красивые. Вот такая у меня сегодня была распаковочка. Напишите, что вам понравилось, что нет. Я, конечно, оставлю ссылку. Может быть, кто-то и что-то выберет для себя. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики. Мне будет приятно. Напишите комментарий, что вы об этом думаете, о расценках на сайте Алиэкспресс. Будем общаться. Но я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем мира, любви и добра.